Внимание, улыбочку. Всем привет, меня зовут Александр. Сегодня у меня несколько посылок, но все это комплектация одного товара. Но чтобы не затягивать, поломаем это кино на две серии. И в этом эпизоде накамерный видеосвет Yanknowo модель YN300 Air Pro. В этом ролике будет распаковка, обзор и рекомендации по использованию данного освещения. Данный светильник я приобрел на eBay за $38, и это была самая низкая цена. Например, на AliExpress тот же комплект представлен за $40. Но с учетом кэшбэк-сервиса Letyshops, ссылка на который будет под видеороликом, покупка данного устройства становится выгоднее, немного, всего лишь на 11 центов. Кстати, у меня в городе Минске можно приобрести также, конкретно этот комплект за $70. То есть практически больше, чем в полтора раза. Поскольку цена товара превышает порог беспошлинного ввоза в Беларусь, я просил менеджера магазина оценить почтовый пакет до $20. Товар был доставлен из Китая в Беларусь за 3 недели. Кстати, трек номер отслеживался. И менеджер оценил в $10. И вес пакета 580 грамм. Светильник упакован в плотную картонную коробку, такую оригинальную, на которой имеется QR и штрих-код, который отсылают на официальный магазин с продукцией этой компании. Этот сайт из Гонконга. Здесь можно приобрести вспышки, триггера синхронизации вспышек, светодиодный видеосвет, объективы, фильтры и аккумуляторы данного бренда. В принципе, перед вами весь комплект. Само устройство достаточно легкое, крепкое, изготовленное из качественного пластика. Переходник на башмак камеры. Это основное крепление, которое используется для установки света на камере, на ручке, на штативе, поскольку здесь имеется отверстие с 1/4 дюйма резьбой, на такой подставке. Кроме того, с помощью данного винта ступенчато можно изменять угол наклона по отношению к объекту съемки. Возможно, локальная местная подсветка, если установить видеосвет на металлическую ручку. Сам стержень металлический, а ручка, за которую я держусь, из пластика. Она полая, с ребрами жесткости внутри. Длина ручки составляет 13 сантиметров. Кроме того, в комплекте имеется такая подставка для установки светильника на плоской поверхности. Таким образом. Инструкция с иллюстрациями на английском и китайском языках. Такой гарантийной карты. Сертификат качества. И последний элемент — это такой тряпичный чехол для хранения светильника и его переноски на тесемках. Отмечаю, что в данной модели нет пульта дистанционного управления и дополнительных светофильтров. Кстати, при покупке сразу сверьте номер, который выбит на самом устройстве. Он должен совпадать, 886 29 099, со стикерами на коробке. Такой же номер. И стикер такой же вклеен с тем же номером на мануале. Теперь ознакомимся с основными характеристиками и возможностями данного светильника. Его габариты 185 на 134 и максимальная толщина 30 мм с учетом этой ручки. Вес с креплением 262 грамма. Производитель заявляет о том, что светодиоды прослужат 50 тысяч часов, что составляет около 6 лет. Под матовым рассеятелем с размерами 180 на 130 мм размещены по всей прямоугольной поверхности 96 ярких светодиодов. Причем 48 светодиодов теплого освещения располагаются между 48 светодиодами холодного освещения, образуя таким образом соты. Такое расположение LED-элементов позволяет регулировать световой поток с температурой свечения от 3200 Кельвин, это теплый свет, до 5500 Кельвин, холодный белый свет. Заявлена максимальная потребляемая мощность 18 Вт, в реальности это около 20 Вт. При максимальном излучаемом световом потоке 2000 люмен. Угол излучаемого светового потока 110 градусов. Данная модель – младшая серия накамерных светильников чисто китайской торговой марки Yanknowo. И даже она имеет несколько модификаций, но обозначенных соответствующими римскими цифрами. Отличаются они количеством установленных LED-элементов,
наличием или отсутствием отражателей, возможности дистанционного управления и, соответственно, световыми параметрами и комплектацией. Одновременно несколько LED-светильников можно использовать в качестве основного студийного освещения для фото и видеосъемки небольших объектов, например, видеообзоров различного товара. Видеокамера, на которую я сейчас снимаю видеосюжет, это Panasonic HC-V770, комплектуется вот таким присоединяемым переходником. Аналогично можно закрепить на камерный видеосвет, улучшив условия съемки каких-то семейных торжеств в затемненных помещениях, например, в кафе и ресторанах или в темное время на улице. Весь интерфейс и органы управления расположены на тыльной стороне устройства. И в отличие от обычной 300-й версии, это Pro-версия, Pro LED Video Lite, уже оснащена разъемом для подключения адаптера питания, что удобно использовать в стационарных студийных условиях. Разъем подобен тому, что используется для питания в ноутбуке, но учитывается требуемое напряжение и ток питания. В батарейном отсеке они указаны. Напряжение питания от 8 до 12 вольт и максимальный ток потребления 5 ампер. Ручка регулировки яркости совмещена с кнопкой включения-выключения. Включили, выключили. Справа от нее размещен светодиодный индикатор уровня, и регулятор не имеет ограничения вращения, и в начальном состоянии он изменяет яркость свечения от 0 до 99 шагом в единицу. Каждый шаг переключения ощущается тактильно и легкими щелчками. Здесь расположено всего 4 кнопки. Кнопка Fine Course переключает с плавной регулировки яркости свечения шагом в единицу в режим быстрой ступенчатой регулировки шагом в 10. Кнопочка Battery позволяет оценить уровень заряда батареи от P1 до P9, но в настоящее время подключен внешний источник питания, и при нажатии на кнопочку Battery показывается DC, то есть адаптер постоянного тока. Кнопочка 3200 Кельвин, 5500 Кельвин позволяет переключать конкретные группы LED элементов на панели. Яркость каждой группы приходится регулировать отдельно. Вот холодный Или теплый свет. А регулировка общей яркости и холодного и теплого света не предусмотрена. Значит, уровни яркости после отключения света и включения сохраняются. Для сохранения настроек уровней теплого, например, 16, и холодного 58 белого света необходимо удерживать кнопку Setting до двойного мерцания. Все, теперь если мы какие-то параметры меняем, и чтобы вернуться к сохраненным настройкам, необходимо однократно нажать на эту кнопку Setting. И панель принимает те условия, которые мы сохранили. Если ваша камера не оборудована специальной функцией, то можно выставить и нулевые показатели холодного и теплого света, внести их в память, и в процессе съемки мы изменяем какие-то параметры теплого и холодного света. Но чтобы хорошо закончить кадр, мы нажимаем на кнопочку Setting однократно, и в конце ролика плавное затемнение кадра. Да, еще вот представлю вам, как в абсолютной темноте. Сейчас включаю фонарь. И вот теперь я вам могу продемонстрировать, как из полной темноты с помощью этого светильника, в принципе, можно сделать вот такой обзор. Ну а теперь покажу, как устроен накамерный свет. Для этого необходимо выкрутить по периметру 7 винтов. Так, и после этого отделится вот этот светофильтр. Нам откроется такая вот площадка, металлическая пластина, и тут установлено 96 светодиодов. Такие обычные светодиоды. Как видите, они попеременно. Есть холодного свечения и теплого свечения. То есть они даже имеют разный цвет. Далее необходимо выкрутить здесь вот 4 винта в этих позициях. Я их уже выкрутил. И можно повернуть пластину. Подключение питания произведено вот здесь вот, 4 точки. То есть это такая вот алюминиевая пластина. И здесь сама схема собрана на одной плате. Плата закреплена также. 1, 2, 3, 4, 5 винтов. Я их также выкрутил уже. Покажу вам поближе немножко саму плату. Здесь разъем питания, который подает плюсовой сразу на светодиодную эту матрицу. Так, ну вот я уже завинтил эти 4 винта. И осталось поставить этот светофильтр. Так, вот так он ставится. 4 позиции снизу и 3 сверху. Значит, задняя стенка выполнена из такого качественного пластика, черного. Имеются вентиляционные отверстия,
В некоторых моделях сюда еще устанавливаются такие отражатели, рефлекторы. И уже сюда вкручена вот на 4 винтах вот эта вот часть металлическая. Вот это металлическая, а вот именно сам башмак, он пластиковый. О том, что светильник может питаться от внешнего источника, я уже сказал и показал. Но чтобы пользоваться светильником, скажем так, в полевых условиях, необходимо приобрести достаточно дорогую аккумуляторную батарею. Требования к ней изложены в этом батарейном отсеке. Напряжение питания от 6,5 до 8,5 вольт и максимальная отдача тока 3 ампера. Ну, рекомендуемый тип батареи это Sony или аналог Sony и тип NP F750. С батареей мы познакомимся в следующем видеоролике, поэтому, чтобы не пропустить это видео, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Ну и так, почему я приобрел этот накамерный свет? Потому что, как я говорил уже в одном из своих предыдущих видео, этот год в моей семье юбилейный, и снимать придется очень много, и не всегда условия будут для этого благоприятные. Поэтому такой вот портативный, компактный светильник мне очень нужен был. Почему я остановил выбор именно на этой модели и этого бренда Yongnuo? Ну, в принципе, я просматривал другие бренды и случайно оказался в магазине, который торгует фотоаксессуарами и товарами в своем городе, поддержал подобную модель, и чисто вот осязательно, визуально он мне очень понравился. Именно сам вот как бы корпус. Выполнен очень качественно и в принципе напоминает такой небольшой мониторчик. И как видите, по габаритам он не особо превышает габариты обычной фотокамеры. Вот так вот выглядит он на фотокамере. Вот здесь вот ставлю картинку, как выглядит на видеокамере. Хотя он проигрывает другим брендам, представленным у китайских ритейлеров. Например, в нем нет возможности, точнее отдельного батарейного отсека для питания этого светильника от батареек типа 2А. Эту проблему, в принципе, тоже можно решить, прикупив на AliExpress такой адаптер, который напоминает, в принципе, это футляр от аккумуляторной батареи типа Sony, но в ней просто установлены там 2, 4, 6, в зависимости от емкости, аккумуляторы формата 2А. Но благодаря этой отсутствию этой возможности данный светильник очень тоненький. Но основные его достоинства это, конечно, он легкий, компактный, цена очень демократичная, можно сказать дешевый. Плюс установленный здесь светофильтр дает такой рассеянный, мягкий белый свет, который не слепит глаза тем, кто является объектом съемки. Поэтому этот светильник я рекомендую, ссылки будут все в описании, знакомьтесь, приобретайте. Если информация была об этом светильнике вам полезная, пожалуйста, подписывайтесь на канал, тем более нас ждет знакомство еще с аккумулятором к нему и зарядным устройством. Оценивайте это видео, я с вами прощаюсь и мы обязательно скоро увидимся. Пока!